Приветствую вас, друзья, в творческой студии Елены Тюриной. Сегодня я вам покажу процесс рисования акварели с бражником вьюнковым, который опылял флоксы в нашем саду. На создание этой акварели меня вдохновил мотылек к размерам с колибри, который появился в Подмосковье. Уже несколько лет его встречают не только в Подмосковье, но и в других регионах России. Это теплолюбивое насекомое, и его редко увидишь в наших климатических условиях. Но 1 сентября 2024 года было так тепло, что днем я заметила это насекомое, которое пронеслось мимо меня в сторону леса и скрылось в листве осины. Вначале я не поняла, что это могло бы быть такое. Для бабочки слишком большое, а для птицы размер слишком маленький. Уже вечером, когда мы полили клумбы с цветами, цветы благодарно заблагоухали на всю округу своим манящим ароматом. И это не заставило их ждать, когда прилетит чудо природы на их аромат. Мотылек размером с колибри, второй по величине бражник Европы. Бражник вьюнковый. Это ночная бабочка, которая имеет способность зависать над цветком, чтобы опылить его с помощью своего длинного хоботка, который в развернутом виде может достигать 10 сантиметров. Бабочка безобидна. Размеры ее пугающе велики по сравнению с другими бабочками. Размах крыльев у этого бражника может достигать 12 сантиметров. Теплолюбивый южный вид насекомого может преодолевать огромные расстояния за день, около 50 километров. Мы его наблюдаем теперь по вечерам в сентябре, так как в этом году стоит чудесная летняя погода, хотя вечерами уже бывает прохладно. Энтомологи отмечают, что насекомые закрепились на территории с более суровыми условиями климата и сформировали устойчивые популяции. Выжить им помогают высаженные садоводами цветы петунии и флоксы. Но наш бражник опылял и маргаритки, и цинии, но больше всего, конечно же, ему понравились петуньи, которые сильно похожи на цветы вьюнка. А вы встречали такое насекомое?
Надеюсь, видеопроцесс рисования вам понравился. Поставьте лайк, если вас это не затруднит. Напишите комментарий. И до новых встреч в творческой студии Елены Тюриной.